Подъемный кран поднимает груз 9,8 килоньютонов, лежащий на земле с ускорением 1 метр за секунду в квадрате, направленным вертикально вверх. Определить силу, действующую на стальной канат крана в момент отрыва груза от земли. У нас есть груз 9,8 килоньютонов, который поднимает вертикально вверх с ускорением 1 метр за секунду в квадрате. Нужно определить силу, действующую на стальной кран. Так, у нас есть кран, нарисуем только один его канат и груз, который лежит на земле. Вес груза 9,8 килоньютонов. Когда кран будет поднимать этот груз, его канат будет натягиваться, будет здесь сила приложена подъема, что она будет равна 9,8 килоньютонов. Тогда груз двигаться с места не будет, потому что сила натяжения каната и сила веса, она будет одинакова, поэтому груз будет неподвижен. Здесь сказано о том, что кран поднимает с ускорением А равно 1 метр за секунду в квадрате. Для того, чтобы тело получило ускорение, согласно второго закона Ньютона, должна быть сила m умножить на а. Без силы ускорения не будет. Сила это берется как разница между натяжением троса и весом. В данном случае, если он поднимается вверх, значит натяжение каната будет больше, чем вес. И разница между этими силами и даст нам вот эту силу, которая будет создавать ускорение. Можем так записать, что t минус p равно m умножить на a. Массу, как всегда, ищем из этого выражения p равно mg, откуда масса равна p делить на g. Итак, можем посчитать, какое здесь будет t. t равно, переносим p в эту сторону, получаем сколько? ma плюс p. Вместо массы подставляем значение, которое у нас из этой формулы определения веса. t получается равно p делить на g, что множится на а остается прежней, и плюс p. Вынесем за скобки p, чтобы иметь вот такое выражение. Здесь будет а делить на g и плюс единичка. p у нас будет в килоньютонах. Смотрите, а у нас в метрах за секунду в квадрате. И g в метрах за секунду в квадрате. Эти размерности сократятся, и это просто будет число. Число прибавить число и множим на килоньютон, и получаем килоньютон. Размерности у нас все будет нормально. Давайте теперь подставим эти значения. Равно 9,8 килоньютонов, что множится на скобки. Напишем, чтобы было для успокоения сантиметр квадратный, что делится на 9,8 метров на сантиметр квадратный. Плюс единичка. Смотрите, вот эти два, как дроби сокращаются, мы получаем такое значение. 9,8 килоньютонов множится на единичка плюс 0,102. И это приблизительно будет равно 10,8 килоньютонов. Получается, канат натянут, естественно, больше немножко. И вот эта разница между 10,8 и 9,8 даст именно вот это ускорение. Груз будет подниматься вверх. Сила натяжения каната крана вот равна вот этому значению. F можно написать, будет равна 10,8 килоньютонов.